Всем доброго дня. Итак, друзья мои, немного полюбуйтесь нашим лесом. Вот, показываю эту красоту. Уже зеленеет. Здесь дерево, вот это вот дерево. Мы думали, она умирает уже. Она действительно умирала. Уже хотели вызвать эту службу, чтобы срезали, потому что сухое дерево опасно возле дома. Здесь провода и забор, да вообще опасно там. Мимо проходящих людей может задеть. Вот в этом году уже планировали вызвать. И я говорю, иди посмотри на это дерево. Она жила. Знаете, помните мои заговоры «Природа вам в помощь»? Это или для сельского хозяйства, да, еще есть по-разному названо. Там есть такой ритуал. Это издревле, это именно корни уходят в древность, когда грозились деревьям, что если не будешь плодоносить, срежу тебя. И на следующий год плодоносила. Мы когда проходили несколько раз мимо этого дерева, говорили, что надо ее срубить, потому что она может упасть. Она умирает, она не зеленеет, ничего. И в этом году это дерево зазеленело. Не то, что там такое ощущение, это реальность, они слышат нас. Это все живое вокруг нас. Она испугалась. Она стала жить вопреки всему. И я вспомнила, сколько в истории человечества такие моменты, связанные с личностями и с целыми народами, когда вопреки всему все же из мертвых просто восставали, можно сказать, как птица Феникс, и начинали жить, потому что нужно жить, нужно бороться. Вот это символ выживания, вот это вот дерево. Я, естественно, рада, что она живая, что не пришлось ее срубить, и она будет жить еще долго. Нашла в себе силы все-таки, зацвела и вся зазеленела. Пусть живет. Так вот, я к тому, что живой лес, природа, все здесь живое, все нас слышит, все понимает, и не просто так тысячелетиями люди проводят ритуалы на природе, оставляют откупы, оставляют напитки, оставляют фрукты, монеты, лентами обвязывают, значит, ветки деревьев и так далее, как благодарность, как дар лесу, лесным духом. Потому что здесь все живое и все нас слышит и помогает. Считалось, что лесные духи могут не только защитить, они могут подарить благополучие. Поэтому именно поэтому я вам дарила и подарила много ритуалов, связанных с лесными духами, которые именно призывы богатства, имущества. Ведь лес, цивилизация начиналась где? Там, где лес и вода, да, река, как правило, потому что вода должна была быть пресной. И начало цивилизации – это лес. Мы все вышли из леса, мы все в лесах жили, наши предки. Потом эти леса превращались в селения, потом в города. Сейчас, можно сказать, уже лес искусственно создается внутри города, чтобы город дышал, потому что лес – это легкие планеты, особенно большие леса. И вот этот лес, который прозван Ведьмин лес, я вам рассказывала историю, он и новый, и старый. Здесь есть вековые деревья, дальше вообще дубовый лес начинается. Есть новые, то есть недавно, да, уже как бы окрепшие деревья. В любом случае лес настоящий, русский лес. Вот мы опять возвращаемся на природу. Вот по молодости нам нравится город, шумный город, красивый, яркий, развлечения города и вообще
все условия. И чем старше мы становимся, тем больше нам хочется ближе к лесу, к тишине, к покою. Вот так создан человек. И каждый из нас такой будет. Мы такие, и наши дети будут такие, и наши деды, прадеды были такие по молодости. Им нравилась городская суета, а потом стали старше, им захотелось жить в своем доме, подальше от цивилизации, в спокойствии, в тишине. Так устроен человек, что возвращается рано или поздно к истокам. Туда, откуда он вышел, где он жил, где его предки жили. Вот, идем, поскольку сейчас сезон клещей, говорим, я в лес, а клещ из леса. Да будет так, на всякий случай. Вот. Потому что я уже замучилась наших кошек-собак их снимать. Невзирая на то, что вот это лекарство капаем, все равно они лезут непонятно откуда. Видимо, оно просто нейтрализует этот внутренний, то есть опасность. А так цепляются. Итак, еще один ритуал, который вам поможет. Вот видите, как мы близко к лесу находимся, вот буквально 2 шага. Во дворе лес, можно сказать. Та самая мечта. Часто думала, планировала. И получилось. О, здесь собаки гуляют. Вот. Масенькие. Удивительные деревья, необычные. Вот это вот старое дерево. Ну, не сказать прямо очень старое, ну так, не молодое, не новое дерево. Аж колючками обвели. Видимо, там грызут кто-то. Скорее всего, да, от коз, может быть, от кого-то еще. Итак, друзья мои, что нужно делать? Сначала нужно прийти попросить, а когда ваше благополучие даст о себе знать, когда уже вы почувствуете, что действительно все сбывается, действительно получается, как вы хотели, то приходите в тот же лес, оставляйте откуп, фрукты, вино, немножко лейте под дерево. Ну, в принципе, желательно немного оставить, но если вы не хотите там как бы сорить, ну, правильно делаете, тогда придется как бы просто вылить под дерево, оставить фрукты, оставить черный хлеб, мед. Это подношение духом леса. И уходить. А кто там съест, звери, птицы, это уже не важно. Вы принесли, вы поблагодарили. И привязать красную ленточку к любому дереву, то есть там, где вы подношение оставляете, и сказать: откупаюсь и благодарю. Отвернуться и уйти. В каких ситуациях этот заговор поможет? Если вы занимаетесь торговлей, у вас, то есть, увеличится клиентская база, если у вас заказы перестали приходить, конечно, лучше сделать сначала чистки, да, убрать застой и так далее. Таких чисток огромное количество я вам дарила. Но, а потом провести такой ритуал. Если вы возле леса, вы можете прям, глядя в окно, начитывать и каждый раз получать блага леса. Потому что духи леса любят, когда к ним обращаются. В отличие от других духов, они обожают выполнять, исполнять желания. Вот им это нравится. И если вы хотите с ними подружиться, почаще у них просите что-нибудь. И почаще откупайтесь, естественно. Несите им подношения, оставляйте, чтобы они видели и понимали, что вы цените все то, что они для вас делают. И если вы с ними подружитесь, они будут охранять вас дом, то есть ваш дом. И рядом с лесом, с вашим домом никогда ничего не случится. Были случаи, когда во время пожаров лес собой заслонял, то есть деревья падали на этот огонь, тушили и не давали дойти огню до дома человека, потому что он очень часто там бывал, и он знал этот лес. То есть он подружился с лесными духами, называется. Итак, заговор следующий. Читать надо 4 раза. Просто стоя, глядя на деревья, на лес. Но так, как будто вы разговариваете с живыми созданиями. Потому что вы обращаетесь к духам леса. И они должны почувствовать, что вы их
как бы сказать, призывать именно их. То есть вы принимаете их в реальность, что они реально существующие создания. Им это нравится. Итак, заговор следующий. Лес священный, дарующий силу, источник благ, щедрая матушка природа, деревья молодые да деревья вековые, на ваших ветвях духи сидят, лесные блага сторожат, зверей защищают, зверят оберегают, повелевают и управляют. Духи лесные, внемлите моим словам. Вы по всему миру ходите, добро собираете, благополучие да плодородие ваш удел. Удачей делитесь, везением награждаете. О, духи лесные, мы с вами соседи. Помогите мне по-соседски, да по доброй вашей воле. Соберите удачу и благо со всего мира и от всех богачей, со всех замков и дворцов, со всех денежных домов и удачливых купцов и ростовщиков. Через горы и поля, через дороги и леса несите блага всего мира в мой дом. Перекиньте их мне через калитку, скиньте блага мне через дымоход с крыши дома. Пусть мой дом и двор наполнится богатством и благами. Пусть перейдут мне удачливость купцов, везение богачей. Летите, духи лесные, исполните сказанное, вам почет и подношение, мне богатство и везение. Истинно так, договор заключен, заклинаю. Читать 4 раза. Я читаю 1 раз. Мне там Пуси что-то разнервничался, тявкает, наверное, там гуляют Тор или кто-то еще. Пойду гляну. Он без меня долго не может. Или чувствует, что я вышла без него. Всем удачи, всех благ. И не забывайте, что природа, она живая. Она нас слышит. Все живое вокруг. Случайно сказанные слова могут обернуться как бедой, так и благом. Смотря в каком состоянии, с какой энергией, силой вы это сказали. Всегда помните и всегда следите за словами. Это слово «следи за словами» не просто сказано. Всем удачи!